Всем привет! Нас зовут Рома и Ира. И мы прилетели в Египет, чтобы увидеть то, чем гордится эта страна с великой историей. Мы покажем вам чудеса света и храмы, от вида которых откровенно замирает сердце. Мы опустимся на морское дно, прокатимся по пустыне и отведаем местные блюда. Что ж, поехали! Ну да, Египет для многих из нас видится вот таким – страной all-inclusive и пляжного отдыха. Друзья, привет! Стоя в очереди у бара, многие часто забывают, что Египет – это все же одна из величайших в мире цивилизаций. И каждый из нас помнит еще из школьной программы, что за тысячи лет до нашей эры египтяне преуспели уже во многих сферах, включая архитектуру. Сердце и главная жизненная артерия страны – река Нил. Именно в ее плодородной долине зародилась величайшая цивилизация, и с ней же была связана на протяжении тысяч лет своего существования. Сегодня долина Нила занимает всего около 4% от площади страны, остальное пустыня. И именно на этом небольшом клочке земли живут примерно 98% египтян. История объединенного Египта началась около 3000 лет до нашей эры. Вскоре появилась великая столица – город Мемфис, а примерно за 2500 лет до нашей эры недалеко от него были построены невероятные пирамиды. Примерно в 2000 году до нашей эры новой столицей Египта стали Фивы. Сегодня это территория современного города Луксор. Наша цель – увидеть оба знаковых исторических места, и это реально сделать из курортного города Хургада. Чтобы отправиться на экскурсию на пирамиды, придется ехать с ночи, спать в автобусе, а умываться и завтракать в придорожном кафе. Путь лежит через пустыню, и прежде чем добраться до самых древних чудес света, туристов обычно отводят в город Каир, современную столицу Египта. А точнее, в Каирский музей. Здесь любители древности могут своими глазами увидеть реликвии величайшей цивилизации. Это всевозможные статуи, саркофаги, мумии и тому подобное. Второй пункт программы – прогулка на кораблике по Нилу. У нас здесь самый огромный крокодилий в мире, но благодаря, когда был СССР, помогали Египет, чтобы строить Асуанскую плотину. И когда все крокодили собирались там за озеро, здесь, если крокодили здесь, мы не будем кататься. После прогулки отправляемся в город Гиза, который как-то незаметно сливается с Каиром. А по пути удивляемся, насколько же Каир своеобразен. Такое ощущение, что здесь нет правил дорожного движения от слова совсем. Почему-то прямо в городе живут бараны и козы, и это не метафора.
И во все это органично вписывается гужевой транспорт. И вот, наконец, они – пирамиды Гизы. Это то, что, наверное, должен увидеть каждый путешественник хотя бы раз в жизни. Рядом с этими гигантами чувствуешь себя песчинкой. А если вспомнить, что им 4500 лет, то просто пропадает дар речи. Трио больших пирамид в Гизе – это пирамиды Хеопса, Кефрена и Микерина. Самая крупная – пирамида Хеопса, единственная уцелевшая до наших дней из 7 великих чудес света. Но, к слову справедливости ради, это не самая древняя пирамида в Египте. Первой считается пирамида Джосера. Она жива по сей день, но туда, к сожалению, не возят стандартные туристические экскурсии. По факту пирамиды – это огромные гробницы для фараонов, где находились не только их тела, но и масса ценных вещей, вроде украшений и тому подобного. Кстати, есть предположение, что египетские пирамиды строили не рабы, как это считалось раньше, а рабочие, которые имели качественную медицинскую помощь, хорошо питались и были не против выпить пенного напитка. Да, вы удивитесь, но действительно за 1000 лет до нашей эры египтяне уже умели варить пиво. Ну а мы после пирамид смотрим на сказочного сфинкса, который их охраняет. И на этой ноте покидаем Гизу. Впрочем, ни одна экскурсия не обходится без мест торговли. Такова уж специфика турбизнеса. Поэтому напоследок мы заехали в Институт папируса. И довольно интересно, кстати, было послушать о технологии создания первой в мире бумаги. Режем тростник на куски и срезаем верхний зеленый слой. Этот слой очень сильный, поэтому они сделали из него мебель, сандалии, кровати, лодки, все такое. И потом скатку. Замочим полоски в воде на 6 дней, после чего получим светлую, белую полоску для того, чтобы получить светлую и белую бумагу, как это. Но если мы хотим получить темную бумагу или коричневую бумагу, то положим полоски в воду на 12 дней. После этого располагаем их между двумя тканями, вертикально и горизонтально. Одно вертикально, другую горизонтально. Таким образом, до самого конца. Но как они вместе клеятся? Пожалуйста, трогайте. Липко, да. Ставим их под прессом на еще 6 дней. В результате у нас будет вот такая первая бумага в мире. Чувствуете, как ткань и как... Вторая наша большая экскурсия в Луксор. Он условно разделен на город живых с правого берега и город мертвых слева от Нила. В городе живых туристы смотрят в основном карнакские и луксорские храмы. Город мертвых известен своими некрополями, и здесь самые известные места – храм Хатшепсут, великой женщины фараона, долина царей, колосы Мемнона. Но мы выбрали довольно оригинальный маршрут, и прежде чем добраться до Луксора, заехали в невероятное по красоте место – храм богини Хатхор в древнем городе Дендера. Здание не такое старое, как многие египетские постройки, его возраст около 2000 лет, но от этого оно не менее завораживающее. Bila bogina dilhado dançava, música, matriz. Как можно знать богина Хатхор на рельефе? С рогами она. Да, и она запрягает как корова, хорошо? Больше всего этот храм во все времена почитали женщины. Они просили у Хатхор помощи, если в семье нет детей, или, например, в предстоящих родах, и хочется верить, что она им помогала.
Этот храм просто завораживает. В нем ты испытываешь целый микс невероятных эмоций. Это ощущение удивительного величия творения, чувство восхищения перед мастерами, которые создали столь филигранную работу, и очень сильное желание задержаться здесь подольше. А вот, кстати, загадочное изображение, названное лампами Дендеры. Есть даже предположение, что это реальные электрические осветительные приборы, которые изобрели еще древние египтяне. Но наш гид сказал, что это, что бы вы думали, баклажан. Но мы снова отправляемся в путь. У путешествий в малых группах масса преимуществ. Так, на пути мы попросили водителя сделать остановку, чтобы купить местные лепешки. Вы только посмотрите, какие они воздушные, аппетитные, горячие. И, как выяснилось, очень вкусные. А это мы заехали на фабрику, где создают изделия из алебастра и иных камней. Довольно красиво. А следующая важная точка нашего маршрута – Мединет Абу, погребальный храм Рамзеса III. И сразу обратите внимание на форму. Ничего не напоминает? Да-да, древнеегипетские храмы тоже стремились к пирамидальным формам. В отличие от храма Хатшепсут, который хоть и имеет внушительную историю, но по факту является новоделом, Мединет Абу стоит на египетских землях примерно с 1200 года до нашей эры. Его не сломили ни стихийные бедствия, ни войны, и он по-прежнему невероятен в своем величии. Самый главный человек в Древнем Египте, как и все думают, это фараон или богатчик, нет, это самый главный человек был жрецы. Жрецы, они были в храме, и все правление Египта было через храм. Как они сказали, как они вызвали людей и фараон, они сказали, это желание Бога, это желание фараона. И фараон, он вместе Бога на земле, и после смерти он будет Богом над загробном мире. Хорошо, поэтому нам надо делать все, как он хочет, чтобы он помогает нам. Поэтому самый главный человек это жрец, не фараон. Последняя наша точка на левом берегу Нила – колоссы Мемнона, огромные статуи, которые не имеют ничего общего с греческим героем Мемноном. Они были построены фараоном Аминхотепом III на входе в его величественный храм. Храм не уцелел, а вот колоссы остались. А еще они прославились потому, что на рассвете издают загадочные звуки. Они рождаются благодаря потокам теплого воздуха в пустотах. Но, само собой, многие видят в этом нечто мистическое. Дальше мы переправляемся на кораблике на правый берег Нила, чтобы увидеть то, ради чего в Луксор едет основная масса туристов – Карнакский храм. Карнакский храм – это одно из крупнейших храмовых комплексов в мире. Он посвящен богам Амон-Ра, Мут и Хансу. И считается, что строился постепенно на протяжении примерно 1500 лет. И фишка в том, что, как считают археологи, что в данный момент откопано буквально
где-то 1% от общего величия. На входе в храм вас встречает аллея бараноголовых сфинксов. Не удивляйтесь, ведь баран – одно из воплощений бога Амон-Ра. Ну и чем дальше, тем восхитительнее. Как и все древнеегипетское, этот храм шокирует своей монументальностью. Имеет вес 8 тонн. Они привезли его за горой по 35 километров в Древнем Египте. До сих пор у нас нет дороги. Значит, в самом деле это чудо, как они привезли такая штука. Из западного берега до восточного берега, без машины, без дороги, до сих пор это чудо. И если уж быть точным, то это даже скорее комплекс храмов разных периодов истории. Гигантский музей под открытым небом. Кстати, только посмотрите, насколько тонкая и мастерская работа. Восхищает, не правда ли? А завершился этот день снова прогулкой по Нилу на закате в сторону Бананового острова, где выращивают фрукты. Вечерняя река просто прекрасна, а вот сам остров, ну такое себе. Он может быть интересен, только если вы не видели, как растут бананы. Ну или хотите сфотографироваться с крокодилом. Но помимо следов древних цивилизаций, Египет также это невероятно красивый подводный мир и огромная, завораживающая пустыня. И это нужно обязательно увидеть. Изучать красоты Красного моря можно с помощью снорклинга, дайвинга или на лодках со стеклянным дном Sea Scope, которые ждут вас на набережной Марина. Но мы решили опуститься на дно на настоящей подводной лодке. Да-да, в Хургаде есть таковая. Она называется Синдбад. Сначала туристов сажают на корабль и везут в море до точки назначения. Потом все залезают в подлодку. И погружение начинается. Вскоре перед иллюминатором будут мелькать стайки рыбок. Но не только рыбок. Водолазы прикармливают подводную живность, чтобы та роилась вокруг них. Развлекают туристов и фотографируют на память. Что касается путешествий по пустыне, то можно поучаствовать в сафари на квадроциклах или джипах, или прокатиться на верблюдах. Но нашим кораблем пустыни станет мощная машинка багги. Мы преодолели пустыню в сторону моря.
чтобы увидеть несколько невероятных по своей красоте смотровых площадок. Честно говоря, даже не верится, что Египет может быть таким красивым. Но айда в обратный путь. Друзья, ну, конечно, было бы неправильно путешествовать по стране, не познав ее гастрономические традиции. В Египте египетская кухня – это полное отсутствие свинины, так как здесь живут в основном мусульмане, много бобов, много орехов. И сейчас мы взяли какие-то основные национальные блюда, чтобы немножко их продегустировать. Например, вот это вот соус тахини, который делается из орехов, кунжута, оливкового масла. Очень популярный соус в Египте. Следующее блюдо – это фатта. Это тушеная говядина, точнее говядина, тушеная с овощами и рисом. И, наверное, самое популярное местное блюдо – это кюфта, некий аналог нашим котлеткам. И местная фишка – это блюдо кушари, которое египтяне очень-очень любят. Ну, нормальная российская хозяйка такое бы точно не приготовила, потому что это некое блюдо в формате, я его слепила из того, что было. Посмотрите, что здесь есть в этом гарнире. Это нут, макароны такие, вермишель, и, по идее, должен быть рис еще. И да, он таки есть. Все это смешивается, и получается такой гарнир. Еще в Египте можно, само собой, поесть морепродукты и блюда из верблюжатины. Ну и напоследок было бы неправильно не сказать пару слов о самой Хургаде. Это шумный город, где нет пешеходных переходов от слова совсем, и полным-полно магазинчиков, включая лавки специй. Египет гордится своими специями, травами, чаями и тому подобным. И для туриста это неплохой подарок из поездки для родных и друзей. Ну, а из достопримечательностей Хургады рекомендуем посетить набережную Марина. Действительно очень красивое и уютное место. Ну и можете заглянуть на рыбный рынок. Если купите что-то, то здесь же вам смогут это за бесплатно приготовить. Отдых в Египте – это как ловушка. Попадая в местные отели, увидев песчаные пляжи и ласковое море, хочется наслаждаться всем этим и никуда не ехать. Но настоящий Египет открывается именно тогда, когда ты покидаешь зону all-inclusive и отправляешься в путешествие. Это пирамиды и храмы, которые были построены за многие тысячи лет до вашего рождения, завораживающий подводный мир и пустыни, которые гипнотизируют своей красотой. На этом наш рассказ заканчивается. Подписывайтесь на этот канал, потому что мы подарим вам еще массу интересных идей. Жмите на колокольчик, ставьте лайки, пишите комментарии и, конечно же, путешествуйте. До скорых встреч!